He just bound, bound, bound and rebound. Так что не забывайте пользоваться защитной экипировкой, она может вам пригодиться в самый неожиданный момент. Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Экодрифт и я, Игорь, а еще Тарас и Радуга, для тех, кто в теме. И сегодня, наконец-то, к нам доехал InMotion V11. Погнали! Сначала про внешний вид. Если мумитроля в глаз укусит сова, ребят, меня держат в плену и заставляют говорить, что внешний вид InMotion непрезентабельный и некрасивый. Но я с этим категорически не согласен. Он очень футуристический, своеобразный, и я думаю, он найдет свою публику. Мне лично дизайн пришелся по душе. Не так, конечно, близко, как и с 18, но в нем что-то есть, и он очень привлекательный. Фара по умолчанию горит об одном. Не такие ангельские глазки. Чтобы быть более заметным, эту технологию они украли у BMW. Если хочется полностью отключить свет, то зажмите кнопку сна, нажмите на кнопку включения и все. Но я не советую отключать свет для вашей же безопасности. Если один раз нажать кнопку включения, то подключается ближний свет, который имеет светотеневую границу, чтобы не слепить прохожих. За это прям огромный жирный лайк. Приятно ехать, никому не мешая. Фара такая яркая, что даже можно греть руки в ее свете. Задний фонарь — это просто космос. Или я не знаю что. Короче, во-первых, это прям выглядит серьезно. Подчеркивает, что у нас полноценное транспортное средство. Во-вторых, действительно стильно и очень прикольно. InMotion большие молодцы. Сверху у нас очень удобная ручка. Кнопка сна гладкая, комфортная, работает четко. Раскладывается ручка здесь, нужно нажать на небольшой крючок. Возить за нее очень удобно, нет люфтов и по высоте мне лично ее хватает за глаза под мой рост. Подушки, иначе я бы сказал. Седло очень комфортное, ничего не давит, можно контролировать колесо. Седло помогает при ускорении и при торможении, а вот прыгать в таком исполнении нереально. За колесо не за что зацепиться. Смогу! Оно не едет. Я смогу! Снимай! Снимаю. Педали немного приподнятые, прям так как надо. Большие, хорошие, с наждачкой, но лучше дополнительно вкрутить винты. Педали вот на таких стойках, и они ходят отдельно от всего остального корпуса. Именно так работает амортизатор. Он у нас встроен только в педали. Само колесо при этом не подрессорено. Резиновая заглушка прям над задним стопорем, такая прикольная. Тут два порта зарядки и разъем USB, который позволит нам заряжать наши гаджеты. Очень классный индикатор заряда. Он светится прямо через пластик, информативно и не режет взгляд. Корпус пластиковый. Кстати, кто боится за фару, то она легко снимается, разбирается и стекло можно заменить. Хотя оно и так достаточно крепкое и сделано под таким углом, что его сложно поцарапать. Что у нас еще? Здесь под седлом образуется ниша. Проводок, пружинка. Это для кнопки сна. Вопросов нет. Но вот здесь дыра, и это вентилятор. Он страшно шумит, и совершенно не ясно, как он относится к воде. Я почему-то уверен, что крайне отрицательно. Его, конечно, легко заменить, но все равно как-то что-то тут не продумано.
С другой стороны, ниша нужна для того, чтобы туда уходила ручка в самом нижнем положении. И здесь же рядом расположился динамик. Музыку он не играет, он воспроизводит лишь звуки колеса. Брызговик, мне кажется, что он нужен просто для того, чтобы держать самую главную деталь. И это, конечно же, подножка. Это просто потрясающе. InMotion наконец-то сделали самую толковую и удобную моноколесную подставку. Открываем, ставим и все. Четко. Сам брызговик коротковат и на скорости спину спасает не полностью. Будет забрызгивать. У нас покрышка. И это CST с рисунком и елочкой. Кому-то не нравится, а кому-то нравится. Если очень захотите, то просто поменяйте шину на ту, которая вам больше по душе. Если перевернуть колесо, то тут будут заглушки сосочка, клапан, амортизатора, а точнее пневмопружины. Какое давление качать, смотрите на педаль. Все написано. Для меня это 150 PSI. Для подкачки в комплекте есть специальный насос высокого давления, качественный и удобный. Мощность двигателя в номинале 2200 Вт, как 16 икса. Мы разобрали, действительно, двигатель очень похож. Все подробности вы можете посмотреть по ссылкам на нашем техноблоге. Аккумулятор собран на элементах LG M50T. Это элемент 21700. Общая емкость 1080 Вт-часов. InMotion изменил себя и сделал сборки с двух сторон. Даже не знаю, что сказать. InMotion всегда обходился одним аккумулятором, но ничто не вечно подобно. Вес колеса 28 кг. Много, понимаю, но как иначе? Для тех, кто живет в домах без лифтов, этот вес может остановить людей. Но не отчаивайтесь, это колесо достаточно легко можно закатывать по ступенькам. Я вам сейчас покажу, я тренировался. Оп, 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 оп. Главное не давать ему раскручиваться. Хоть на 5-й этаж, ребят. Диаметр написано 18. Но на самом деле здесь на дюйм больше, чем на Kingsong 18L. Высота покрышки 3, а не 2,5. И было бы правильно сказать, что это полноценное 19-дюймовое моноколесо. Скорость заявлена в 55 км в час. Но вы же понимаете, что это колесо не про скорость. Просили также замерить скорость раскрутки. На холостом ходу. И на полном заряде это 80 км в час. Максимальный ход амортизаторов 9 см. По меркам велосипеда это немного. Но здесь же у нас еще 3-дюймовая покрышка. Не забываем суммировать. Фара очень яркая. Какие там цифры, заявляет производитель, абсолютно не важно. Она яркая. И иногда даже приходится ее делать потише. Благо в приложении есть возможность регулировки. Пробег на одном заряде. Можно, конечно, прикинуться классическим продавцом и сказать 150 километров. Но зачем? У нас тут подвеска, жирная покрышка и довольно неплохая скорость. Рассчитывайте на 50-60 километров. Так вы не обманете себя в ожидании. И мне не придется вам врать прям в лицо, в объектив. Заряжается за 7,5 часов. Зарядное устройство в комплекте на 2,5 ампера. На колесе есть 2 порта, что позволит вам докупить вторую зарядку и заряжать колесо в 2 раза быстрее. Ты готов? Понимаешь, готова? Да? Все, я готова, да, полностью примарафетила, все. Свет, камеру. Приложение. Тут все как всегда. Настройки скорости, яркости фары, включение и отключение ходовых огней, регулировка угла. Есть 2 режима езды, комфортный и классический. И можно регулировать мягкость педали, время реакции. Доступна статистика, пробег, но к водице не обязательно подключаться родным приложением.
Еще есть Darkness Bot, Vlog и другие приложения. Там тоже доступны все основные функции. А по удобству они могут быть для вас даже лучше. Во-первых, хочу сказать, что колесо не идеально. Мы разобрали его и нашли много конструктивных особенностей, косяков, которые вызывают сомнения. Читайте нашу статью, если вам интересно. О, а вот и главный технолог компании InMotion, мой старый знакомый Карифань, Хунь-Лянь. Вторым минусом колеса будет его вес – 28 кг. Сможет позволить себе не каждый. Но с другой стороны, это новый уровень городского моноколеса. Это удобный, классический кроссовер. Крайне элегантное колесо, которое не шумит, не пищит, не свербит, не пердит, не слепит фары. То есть оно максимально дружелюбно к окружающим. При этом оно позволяет чувствовать себя уверенно, спокойно и надежно. Подвеска здесь дополнительный элемент, который сейчас очень натягивает внимание на себя пользователей. Все прям хотят подвеску. Но надо понимать, что это вовсе не главное достоинство колеса. В 11 интересное именно все целиком, всеми своими решениями. Удобная подставка, фара, новый уровень подсветки, удобная компактная ручка. Это будущее. Маленький шаг для меня и огромный шаг для всего человечества. Всем привет, с вами Вадим Гросволд. Покатался я 1 час. Ожидания плюс-минус оправдываются. Все неровности, которые возникают на дороге неожиданно, оно прощает. Воу! Это было приятно! На колесе очень большие педали, поэтому всем самыми большими лаптями будет вполне себе комфортно. Педали широченные. Это может помешать проехать в узких местах. При попытке форсировать бордюр, ожидания и возможности прыгнуть не оправдались. Можно пробить до корпуса, а там у нас находятся батарейки, что может быть опасно. В колесо хочется добавить подушечки. Вот сюда для мягкости, а сюда для возможности форсировать ускорение и торможение. Фара достаточно яркая для того, чтобы ехать и не задумываться о свете. Однако на торможении я начинаю слепить прохожих. И на дистанции уже больше где-то 20-30 метров. Отдельно угол наклона фары регулировать нельзя, но это можно подрегулировать вместе с педалями. Также в приложении вы можете регулировать ее яркость. Для меня было неожиданным съезжать с этого колеса по лестницам. Настолько мягкого съезда я еще не ощущал ни на каком колесе. Ну и отдельный бонус — это звук. Все прохожие будут просто в восторге. Для человека, которому нужно взять колесо и просто ехать, это колесо огонь. Для себя бы я его не брал, потому что мне хочется запрыгивать на высокие бордюры. А на этом колесе я это делать пока не научился. Может быть, мне нужно больше времени? Всем пока! Тоже замерзли, как ежики. Колесо очень комфортное. Я боюсь, что после езды на колесе с подвеской с
заново садиться на обычное колесо не захочется. Ну, садиться, становиться, как бы не придирайтесь к словам. Оно реально повышает уровень именно комфорта. То есть это не скорость. То есть кому нужна скорость, это колесо не покупайте. Покупайте гудвей деревянные и наваливайте там чехлы, скотч армированный, там тейп, все что надо. Это колесо, это среди машин, это Bentley, это Rolls-Royce. Когда ты садишься и включаешь массаж спины, едешь, расслабляешься, такой на расслабоне, а потом тебя пропечатывает машина, потому что ты невнимательный. Вот это колесо обладает точно таким же свойством. Оно настолько расслабляет райдера, ты не чувствуешь вообще, ты не чувствуешь ям, ты не чувствуешь кочек, там вот эти дырки в асфальте, Собянину перекопал опять всю Москву. Этого всего нет, ты просто едешь, ты как по облакам просто плывешь. Такое ощущение, что ты просто, я не знаю, то есть, у меня нет слов. Это просто, это пока на данный момент времени лучше, на чем я ездил, в плане комфорта. И я однозначно себе все свои колеса я и куплю 2 колеса с подвеской. То есть точно, это инфа-сотка. Второй минус, ну такой, как бы, не для... Колесо очень сложное в плане обслуживания. То есть, если раньше с колесами можно было самостоятельно там что-то сделать, поменять камеру, там, поменять подшипники и не париться, там, этот сервис нафиг не нужен, то сейчас уровень обслуживания своего колеса, он как бы задирает планку. И обслужить правильно колесо, при этом не причинив ему вреда, не сорвав гайки, там ничего не сломав, будет крайне сложно. И задача будет единицам по силам. То есть, если раньше каждый второй мог там подшипник поменять там молотком, там чем попало, то сейчас это будет задача не из простых. В принципе, вы сами все видите, наш техноблог читаете, мы там всегда пишем правду, как она есть, правду матку рубим. Вы сегодня в нашем видео увидели отвечающего человека за качество продукции InMotion, технологического директора. И я надеюсь, что со временем качество моноколес и уровень будет только прогрессировать, а нам с вами остается только покупать их, кататься и наслаждаться жизнью, не причиняв больше вред своим коленочкам любимым. С вами был я, Игорь, канал Экодрифт, мой любимый оператор Тарас и компания InMotion с горячей новинкой этого лета, которое не лето, InMotion V10M. До новых встреч! Еще чуть не забыл. С нами сегодня был маленький друг. Это Винни-Пух. Это такой некий лайфхак, который позволит вам напугать прохожих или подраконить собачника. До свидания. Ты снимаешь еще? И у меня шок, ребята, это шок просто.